Пылесос Philips Aqua Action не включается. Также не убирается шнур. Будем разбирать и смотреть, в чем причина. Модель FC 8950/01. Винтик снизу, еще два по краям. И где они сверху? Скорее всего, вот здесь. Снимаем бачок. Да, раз, два, три, четыре в углублениях. И здесь 3. Фильтр. Состояние фильтра. HEPA фильтр. Да, нужно будет его заменить. Откручиваем. Дополнительный отсек с фильтром. Открываем, смотрим, забитый напрочь фильтр. Никогда его, видать, не вскрывали. Все, снимаем крышку. Строительная пыль, то есть работа, настройки. Освобождаем провода. И откручиваем винты крышки модуля воздушного насоса. 5 винтов, уплотнитель, еще один фильтр входной. Двигатель внутри, под крышкой, который держится на защелках. Так просто не снимается. Помогаем плоской отверткой. Губчатый фильтр. Снимаем крышку. Откручиваем нижнее кольцо. Верхний уплотнитель. Нижний уплотнитель. Неплохо замурован двигатель. Все, выпал. Производим осмотр. Давайте сразу прозвоним движок и катушку. Самые частые неисправности — это обрыв обмоток двигателя и обрыв кабеля питания катушки. Ограничитель шнура снимаем. Над катушкой будем тоже работать, напоминаю. Шнур не сматывался. Вначале с движком прозвоним обмотки. Ом. То есть показывает движок DV-PD62. Кнопка. Давайте ее проверим.
Не звонится. Вторая пара контактов. Вот здесь есть. Есть пара. Возвращаемся обратно на первую пару. То есть, то нет. То есть контакт ненадежный. Вот, скорее всего, в чем была причина. Давайте прозвоним шнур от вилки до контакта на катушке. Часто бывает перегибается в районе вилки и в районе выхода катушки. На этот раз нормально. Будем снимать выключатель, винты по краям. Пять винтов. Все, выпала панель с кнопками. И снимаем переключатель. Чтобы вытащить выключатель, нужно отсоединить провода. И после этого вытаскиваем. Кнопка. Будем разбирать и смотреть SB-52A. Смотрим по краям, защелки. Прозваниваем пары. Одна не звонится. Вот здесь вот сработало что-то, но сразу пропадает. Разбираем. Отжимаем защелки по краям. В образовавшийся зазор просовываем плоскую маленькую отвертку и чуть-чуть поддавливаем. Вот у нас корпус пошел. И сразу наблюдаем, видим, два контакта явно у нас черным цветом. Попадала внутрь пыль. И подгорала, попадала на контакт. Контакт плохо осуществлялся, и эта пыль подгорала. В результате контакт совсем прекратился. Крупным планом. Замыкания не видно. Поэтому есть надежда кнопку восстановить. Снимаем контакты. Они у нас придавлены пружинами. Делаем это аккуратно, чтобы потом не искать пружины. Вот один контакт. Замыканий, залипания не было. Просто у нас загрязнение, которое можно убрать. Также и с этой стороны видно следы грязи, пыль очень мелкие фракции, пролезают в любую щель, постепенно вот таким образом забиваются и нарушают контакт. Разбираем, снимаем все контакты и будем производить чистку. Хочу сказать, что чистка кнопки носит временный характер, все-таки лучше ее
заменить. Вот после того, как сняли грязь, которая сверху у нас наварилась, показываем, что посеребряный слой по-прежнему присутствует, то есть кнопка подлежит восстановлению. Снимаем остатки грязи с контакта. Также и со второго. Где не получается щеткой металлическим твердым предметом. Главное, чтобы у нас не было глубоких царапин, была бы гладенькая поверхность, чтобы площадь соприкосновения контактов была как можно больше для прохождения более высокого тока. Делаем профилактику и на нормальных контактах. Вот как у нас она выглядит полностью разобранная. Собираем. Вот так она должна срабатывать. Продолжаем чистку, насколько это возможно, и собираем. Все, кнопка в сборе. Проверяем. Одна пара. И вторая. С кнопкой все в порядке. Теперь займемся катушкой. Пружина, которая у нас плохо срабатывает, поэтому, скорее всего, и не втягивает шнур. Нужно ее смазать. Есть у нас такая вот силиконовая смазка, которую мы обрызгиваем мобильно саму пружину и разрабатываем. Раскручиваем катушку, тем самым разрабатывая механизмы пружину. Сразу убираем пыль со шнура и с других предметов. Щеткой прочищаем канавки, по которым ходит сам механизм. Также промазываем еще дополнительно и эти канавки силиконовой смазкой. Все, установили пылесос, проверяем, шнур нормально убирается. И будем дальше собирать, заправляем провода в зажим на корпусе, чтобы они у нас не болтались где попало, и корпус хорошо закрылся и не защемил где-нибудь провода. Если все устанавливать как положено, все должно быть установиться без дополнительных усилий. Несколько раз пробуем, чтобы пошло. Сразу проверяем уборку
шнура. Бывает, не так корпус встает и зажимает катушку. Здесь у нас встало. Закручиваем. Вначале наживим на один винт и проверим, как у нас работает. Все, кабель вытаскивается, фиксируется. И убирать его надо немножко на себя, и потом отпускать. Такой вот механизм. Не сам залетает, а после того, как мы немножко его подтянем. Все, заходит у нас шнур. Закручиваем винты оставшиеся, устанавливаем бачок. Фильтр к замене. Фильтр надо напомнить клиенту. Клиент фильтра сам заказывает и устанавливает. Это аксессуары, не требующие вмешательства мастеров. И, кстати, условия гарантии. Если фильтр не будет заменен, гарантия распространяться не будет. Включаем, проверяем таким вот примитивным образом мощность всасывания. Нормальная. Уборку шнура еще раз. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего хорошего, до новых встреч.